Здравствуйте, с вами Фирюза, и вы на канале Откровенно науки. Если квантовая механика когда-нибудь рухнет, то это произойдет в самой ее сердцевине, в принципе неопределенности. Именно туда целился Эйнштейн, раз за разом пытаясь поймать теорию на противоречие и показать, что мир все-таки устроен строже, чем допускает Бор. В интеллектуальном поединке этих двух знаменитых ученых не просто спор, а вскрытие фундаментальных ограничений знания. Что в природе является реальностью, а что пределом наших измерений. Зачем нам нужна эта дуэль? Чтобы лучше разобраться, что на самом деле утверждает квантовая механика, где проходят ее нерешенные границы и почему до сих пор между учеными существует раскол, хотя со временем они должны были бы сплотиться вокруг единой истины. Сердце квантовой механики – соотношение неопределенности Гейзенберга. Оно задает фундаментальный предел точности. Нельзя одновременно сколь угодно точно измерить импульс и координату квантового объекта. Именно по этому принципу, то есть в самое сердце квантовой механики, Эйнштейн и решил выстрелить. Он надеялся, что импульс и координату электрона все-таки можно измерить точнее, чем допускает принцип неопределенности. Нужно лишь придумать такой эксперимент, в котором можно полностью учесть, какие энергия и импульс передаются от квантового объекта к прибору. Если бы такой эксперимент удалось придумать, это означало бы, что принцип неопределенности неверен. А значит, под вопросом оказалась бы и вся квантовая механика, которая на нем основана. На Пятом Сальвейском конгрессе, прошедшем уже после открытия Гейзенбергом принципа неопределенности, Эйнштейн снова и снова пытался опровергнуть его с помощью мысленных экспериментов. Все участники жили в одном отеле, и часто уже к завтраку Эйнштейн приходил с новым примером, который, по его мнению, должен был поколебать основы квантовой механики. Потом Эйнштейн, Бор, Гейзенберг, Паули и другие физики шли вместе в зал заседаний и в течение дня внимательно разбирали предложенный мысленный эксперимент и, как правило, находили в нем ошибку. Эйнштейн соглашался с их аргументами, но на следующее утро приносил новую, еще более изощренную схему, надеясь, что теперь-то принцип неопределенности точно будет опровергнут. Однако и эту попытку к вечеру обычно удавалось разгромить. Эренфест с иронией намекал Эйнштейну, что его позиция по отношению к принципу неопределенности напоминает позицию противников теории относительности. Тем не менее, именно сомнения и критика Эйнштейна помогли Бору, как он сам признавал, и другим физикам глубже понять роль измерительных приборов квантовой механики. Можно провести аналогию с законом сохранения энергии. После его формулировки предпринималось множество попыток обойти этот закон и создать вечный двигатель. Некоторые проекты выглядели вполне убедительно, но при тщательном анализе выяснялось, что получить энергию из ничего невозможно. Так и неопределенность в микромире, она в каком-то смысле ведет себя как энергия. Она не исчезает, а лишь переходит из одной формы в другую. Большинство мысленных экспериментов, с помощью которых Эйнштейн пытался обойти принцип неопределенности, не ставили Бора в тупик. Обычно после подробного разбора выяснялось, принцип неопределенности обойти нельзя. Но однажды Эйнштейн все-таки предложил по-настоящему серьезный вариант. Он привлек теорию относительности, а именно свою формулу E равно mc², которая связывает массу и энергию. Вот в чем состояла его идея. Внутри ящика с зеркальными стенами находится излучение. В ящике есть часовой механизм, который в точно заданный момент на очень короткое время открывает маленькое отверстие. За этот краткий промежуток из ящика может вылететь один единственный фотон. Момент его вылета известен с высокой точностью. Теперь нужно точно определить энергию этого фотона. Как это сделать? Очень просто. Взвесить ящик до вылета фотона и после. Ящик станет чуть легче. Измерив
уменьшения массы m по формуле E равно mc квадрат можно найти энергию вылетевшего фотона. Если массу можно измерить с высокой точностью, значит и энергию фотона можно определить очень точно. Получается, что мы одновременно знаем момент вылета фотона и его энергию точнее, чем допускает соотношение дельта E на дельта T больше или равно h с чертой пополам. А значит, принцип неопределенности нарушен. А вместе с ним рушится и вся квантовая механика. Когда этот эксперимент обсуждали на 6-м Сольвеевском конгрессе в 1930 году, все ждали ответа Бора. Но он не спешил. Он был уверен в квантовой механике. Но одной уверенности недостаточно. Нужно было найти конкретную ошибку в рассуждении Эйнштейна. А рассуждение выглядело предельно простым. Взвесили ящик, выпустили фотон, снова взвесили. Где же здесь слабое место? День закончился, ответа не было. Ночью Бор не спал, пытаясь разобраться. И к утру он все-таки нашел решение. Для этого ему пришлось обратиться к общей теории относительности, а именно к ее выводу о том, что ход часов зависит от их положения в гравитационном поле, от высоты над поверхностью Земли. Чтобы определить энергию испущенного фотона, нужно было измерить, насколько ящик стал легче после его вылета. Бор рассматривал ящик, подвешенный на пружинных весах. До испускания фотона система находилась в равновесии. Стрелка показывала 0. Когда фотон вылетал, масса ящика уменьшалась. Равновесие нарушалось, и стрелка сдвигалась вверх. Чтобы вернуть ее к нулевому положению, добавляли соответствующую гирьку. По величине добавленного груза определяли уменьшение массы ящика, а значит, через формулу E равно mc квадрат находили энергию фотона. Но зафиксировать точно положение ящика по вертикали мы не сможем из-за неопределенности вертикальной координаты. Скорость хода часов изменяется в гравитационном поле и зависит от высоты, на которой они расположены. Поэтому неопределенность в положении ящика по вертикали приведет к неопределенности в показании часов, находящихся внутри ящика. И чем дольше и точнее мы будем измерять вес ящика, тем больше будет неопределенность в показании часов внутри ящика. В результате мы сможем почти точно определить энергию вылетевшего фотона, но мы не будем знать момент времени, когда он вылетел. Бор проделал соответствующие расчеты и показал, что соотношение неопределенности для энергии времени в этом мысленном эксперименте не нарушается, а в точности выполняется. И принцип неопределенности остается в силе. Получается, что, используя весы для точного измерения энергии фотона, мы неизбежно вносим неопределенность в измерение времени и его вылета. Измерить этот момент точнее, чем допускает принцип неопределенности, невозможно. Однако у этого мысленного эксперимента оказалось интересное продолжение. Дело в том, что после вылета фотона у нас есть две возможности. Мы можем снова взвесить ящик и с высокой точностью определить, насколько он стал легче, а значит найти точную энергию фотона. Правда, тогда из-за всех колебаний ящика и гравитационных эффектов мы не можем определить точный момент его вылета. Но можно поступить иначе. Вместо повторного взвешивания мы открываем ящик и сверяем часы внутри него с эталонными часами снаружи. Тогда мы узнаем точное время вылета фотона. Но энергию фотона в этом случае мы не можем точно определить. Получается, что после вылета фотона мы сами решаем, что именно определить – его точную энергию или точное время вылета. Наши действия с ящиком после того, как фотон уже улетел, никак не могут повлиять на сам фотон. А значит, если мы можем по своему выбору узнать либо точную энергию фотона, либо точный момент его вылета, то фотон должен обладать и тем, и другим одновременно. Отсюда следует
радикальный вывод. Соотношение неопределенности отражает нереальную неопределенность в природе, а лишь ограниченность квантово-механического описания. И значит, квантовая теория не полна. Эйнштейн, основываясь на своем мировоззрении, даже в мыслях не допускал возможности нелокального взаимодействия. В результате, вместо того, чтобы обсудить важный и принципиальный вопрос о квантовой нелокальности, Эйнштейн и Бор обсуждали очень скользкий вопрос о полноте квантовой механики. В отличие от Эйнштейна, который не принял новые теории и поэтому глядел на здание квантовой механики как бы со стороны, Бор находился внутри этого здания. Он видел все величие и всю красоту нового взгляда на мир. Рассуждения Эйнштейна о неполноте квантовой механики, мягко говоря, казались ему странными. Ведь математический аппарат квантовой механики совершенно свободен от каких-либо ни было противоречий, и, используя его, можно рассчитать результат любого эксперимента. О какой неполноте здесь может идти речь, если Эйнштейн, рассуждая о поведении квантовых объектов, приходил, как ему кажется, к противоречию, то это его, Эйнштейна, проблемы. И значит, рассуждать так, как рассуждал Эйнштейн, нельзя. Нужно либо рассуждать по-другому, либо вообще не рассуждать. Эйнштейн пытался протащить обычную логику в квантовый мир. И это у него не получалось. По мнению Эйнштейна, это свидетельствовало о неполноте квантовой теории. По мнению Бора, о неполноте обычной логики. Теперь посмотрим на этот спор с позиции Эйнштейна. После многолетних дискуссий с Бором Эйнштейн понял, что Бор его не понимал. Эйнштейн пытался поднять вопрос о квантовом объекте, независимо от того, какие измерения над ним проделывают. А Бор отказывался это делать. Он все время требовал, чтобы Эйнштейн дал ему точное описание экспериментальной установки, и тогда, используя математический аппарат квантовой механики, он смог бы рассчитать результаты любого эксперимента. Но Эйнштейн не сдавался. В 1933 году он совместно с Подольским и Розиным придумал свой знаменитый мысленный эксперимент, в котором смог очень точно показать, либо квантовая механика не полна, либо она не локальна. Об этом эксперименте мы поговорим позже. Вы были на канале «Откровенно науки». В следующих видео мы продолжим изучать сердце и пульс квантовой механики.